Решил снять видео. Вот это у меня туалет такой есть. Значит, здесь сейчас ремонт идет. И вот я одну стену сделал. Это обшито обычным пластиком. Стык в стык. В магазинах стандартный продается. Потолок еще не готовый. И вот эта стена разборная. Потому что там трубы идет, канализация, все там сзади. То есть можно будет снять. Теперь с этой стороны пластик заканчивается. Вот пошла стена и вот гипсокартон. Вначале думал поставить всю стену, сделать гипсокартоном. Не, она уже выровненная гипсокартоном, потому что задние стены, они там, я не знаю, шлакоблоки, все криво и до косо. Гипсокартоном выровнено. Теперь думал покрасить, и все это дело будет покрашено, но, как здесь видно, здесь вот умывальник есть, вода все равно будет лепаться. В общем, долго это стоять не будет. Поэтому тоже хотел закрывать этим белым пластиком. Но нашелся у меня вот такой вот пластик. Размеры у него довольно приличные. Это АБС пластик. Кто будет АБС пластиком покрывать? Размеры могут быть разные совершенно. Не знаю, у кого какой будет. То есть это не магазинный вариант. Это на станке дули формы. Нагревается, выдувается форма. Или вакуумируется там. Не знаю. В общем, вот это остатки его. И остатков оказалось много. Они все одинакового размера. Идеально прямоугольные. То есть срезано это все на станке. Поэтому вот решил использовать его. Тут вот пленочка у него. Вот даже видно, вот она снимается потом. Сейчас я покажу процесс, как это делается. Видео небольшое, короткое, но кому будет интересно, смотрите сам принцип действия. Потом, если будете клеить другой пластик, оно тоже подходит. То есть это уже на ваше усмотрение, что и как будете делать. В общем, будем сейчас пластик вот этот клеить на гипсокартон. Первое, с чего начинаем, это вот лист прикладываем к стене, карандашик берем и обводим его. Вот линейка еще стоит рядом, у меня досточка. И потом рисую вот так вот. То есть по диагоналям. Это для того, чтобы где будет наноситься клей. То есть я его буду наносить здесь, на двух сторонах. Клей будет наноситься на пластике и на стене. Сейчас все объясню. Значит, он будет у меня по периметру наноситься всему. И плюс еще посередине накрест. Если у кого есть желание, можете прям нанести на всю пластину. Это уже в зависимости от того, как кто хочет. Пока что так. Ну, во всяком случае, я так делаю. Нарисовали, обвели. И затем переходим к листу. У этого листа АБС панель. Есть две стороны. Одна лицевая и вот задняя сторона. Задняя сторона у нее, она более матовая такая. Лицевая вот блестит слегонца. И вот тут видно, пластик идет. Его потом снимать надо будет, сдирать. Вот. У кого он одинаковый, выбирайте ту сторону, которая вам больше нравится, или которая там более-менее выглядит без всяких царапин и все. Ну, в зависимости от того, что вы клеите. В общем, пластик. У меня такой случай, что одна лицевая, другая задняя сторона, тыльная уже матовая, поэтому будем клеить на матовую. На лицевую тоже, если она с блеском, тяжело будет. Вот, сейчас я нарисовал опять же эти диагонали. Здесь так же самое. Для чего это? Потому что я сейчас буду проходить наждачной бумагой вот здесь вот к пластику клей. Не знаю, как будет прилипать, но там, где наждачной бумагой прошел, уже будет за что держаться. То есть он будет прицеплять, будет хорошо браться за поверхность. Поэтому, чтобы не шлифовать все и точно попал клей на клей, будем вот это по периметру тоже вести и вот по вот этим диагоналям. Клей. Так, клей, значит, я сначала думал вот этот использовать, потом все-таки решил вот этот. Суть дела в чем разное. Это типа герметика, что-то такое, не знаю, как он называется, ну, поливуретановый. В общем, вот этим можно, он тоже берется, будет за бумагу хорошо браться, за пластик не знаю, но думаю, что будет браться. Но этот будет давать слой потолще, я так думаю, его надо очень хорошо распределять. И какой недостаток, то что если я им намажу, я панель к
стене прислоняю, ее нужно будет сразу же подпереть. То есть она должна быть плотно прилегать к стене, хорошо подпертой, чтобы прижималась. И если вы положите одну, вторую, верхний ряд уже будете через эти доски лазить неудобно. Поэтому тут выбрал проще вариант. Этот наносить попроще. Это вот, ну, как обувной, не знаю, для клея. Здесь называется кола де контакта. Потом в бывшем Советском Союзе это, по-моему, клей момент. Он также само пахнет, такой же цветом. То есть, ну, это тот же самый момент, который у нас раньше продавался. Здесь кола де контакт называется. В общем, его наносим после зачистки на вот эту вот плоскость. И вторую часть наносим уже на гипсокартон. Или если у вас другая поверхность, там, не гипсокартон, а не знаю, что-то другое. Просто в чем суть дела? Когда вы одну с другой плоскости состыкуете, придавите, оно уже не сдвигается. То есть вы можете поставить сразу 2-3 панели. Они уже станут намертво фактически. И потом в конце вы можете это все подпереть и придавить. То есть вы за один раз можете ставить сразу несколько панелей. Потому что если на другой клей, это нужно подпереть, потом следующую ставить, опять подпереть, следующую ставить, опять подпереть. Эту вы поставили один лист и можете сразу зачищать, ставить второй лист. Оно будет стоять. Потом в конце, когда готово, можете все поподпирать, через сутки это все разобрать. В общем, теперь буду зачищать. Чистить буду вот этой машинкой, вручную это долго. Это диск, наждачка 60-ка стоит. Надел обычно на диск, на дрель. Потому что у меня шлифовальная машинка маленькая, ручная. Сломался подшипник и вылетел. То есть на данный момент нету. Ну, решил вот так воспользоваться. У меня две таких вот штучки есть. Они на липучках меняются. То есть тут в принципе одного диска надолго хватит. И сейчас буду проходиться вот это. Почистил я все. Такой вот вид приняла. На наждачку сильно нажимать не надо, иначе будут скучиваться кусочки пластика и гонца. Еще равномерно, она у вас ровненькая будет. Так как края здесь тоже проходились, они чуть-чуть, ну вот, заусеницами остаются. Беру вот такой канцелярский нож и просто по периметру вот так вот прохожу. По разу, скажем, или по два. И счищаю. Затем это все тряпочкой стряхивается, чтобы было без кусочков пластика, без пыли. И затем наносится клей. Эта сторона будет у меня ближе к стенке. Я здесь немного отступлю дальше от края. Потом там объясню уже почему. Теперь по поводу здесь, как клей. Клей по периметру тоже и по диагоналям. Вот здесь вот с краю я буду чуть-чуть отступать, где-то вот здесь на сантиметров 6, наверное. И здесь будет он отходить, вот здесь будет клеем намазано, то есть не впритык. Почему? Просто причина очень простая. Это каждый цельный лист, это цельный лист гипсокартона. Он на краях имеет скосы. Оно здесь чуть под углом уходит. Чтобы когда стыковать листы, можно было положить ленту и шпаклевку. Потом оно выравнивается. То есть скосов уже нету. Здесь он стоял к стене, здесь пластик, скос остался как раньше был. То есть если вы здесь покроете клеем, оно пластик, а пластик не возьмет. Лучше покрывать здесь. Он у вас ляжет, возьмется здесь. Здесь у вас будет небольшой зазор, но это никакой роли играть не будет. Внизу поставил вот такие вот прутики. Это электроды для нержавеющей сварки. Здесь 1,6 мм, чтобы был небольшой зазор. Вот. Нанес я клей на стену. Теперь такой вот вид у нее. Даем теперь 10-15 минут, чтобы клей взялся, пропиталось все. И затем стыкуем две панели.
То есть ставим ее сюда и прижимаем к стене на свое место. Обведенное, все видно. Прошло 15 минут. Сейчас буду ставить панель. Снять я сам процесс постановки не смогу, потому что здесь маловато места поставить камеру на треногу. А двумя руками панель нужно держать. Плюс еще ногой, наверное, буду чуть-чуть подпихивать. То есть не смогу. Одновременно нужно держать и камеру. Ну, заводится сначала низ, выравнивается по линии и потом плавно вверх его прижимаете. Чтобы ни лево, ни вправо. Потому что если за раз положите, то сдвинуть ее потом уже фактически нереально. Она сразу возьмется. Поэтому сразу аккуратно ставьте. Ставите на низ, стыкуете края. И потом вот так низ сюда вверх оттопыриваете и начинаете прижимать посередине. И потом вот это, где клеем намазали, хорошо руками придавливаете, постукиваете. Поставил лист. Вот он стоит уже прислоненный к стене. Вот какой зазор у него. То есть стоит оно уже плотно. Все взялось. Вот как я говорил, с краю. Вот это вот участочек. Клей сюда не достанет. Можно, конечно, придавить его, он согнется и тоже возьмется. Но я не делал. Я делал так, чтобы листы ровно были. Без разницы, этот участок мне особой роли не сыграет. То есть, когда будете смотреть, он будет у вас идеально ровно. Потому что так вот вас, если вы будете придавить, будет закругление еще. Здесь все уже на своих местах стоит. Подпорки я оставляю пока. Потому что завтра сниму, когда уже все подопру, останется до завтра. Сейчас здесь тоже подчищаете все. И эту сторону, чтобы чистенько было. И готовим второй лист. Так, второй лист. По поводу зазоров. Эти листы, что у меня, они идеально становятся вровень. То есть здесь зазора можно вообще зазор не делать. Делать просто встык. Это как у вас будет, не знаю. То есть какой вы материал будете использовать, тоже не знаю. Я рассказываю саму суть дела, как это все делается. Кто захочет, будет делать, кто не захочет, тот не будет делать. То есть вот можно зазор сделать, типа как кафель ложите. Я вот нарезал вот таких вот уголочков. Это алюминиевый уголок. Толщина его 1,2 мм. То есть я вот так вот ставлю вот, и делаю зазор. Почему я делаю зазор? Значит, где находится этот туалет, повышенная влажность. Ну, это зона такая, с повышенной влажностью. Зима, лето, ну, здесь все время влажность повышенная. Поэтому будет оно там играть, тянуть будет, не знаю. Лучше с зазорчиками. И, то есть, будет играть. То есть, вот такие зазоры, это получается, вот он становится и так же самое. Вот такие зазоры я пооставлял. Следующий лист. Делаем то же самое, рисуем, покрываем клеем и ставим. Так до сюда. Потом отрезаем. У меня здесь не будет целый кусок. То есть у меня ляжет вот так вот где-то. Вот он. И вот это вот надо будет обрезать. Здесь ровную ставим, обрезанный край в угол. То есть будете обрезать с этой стороны, чтобы в угол стало. В углу можно уголок поставить, и там как угодно. Или мебель будет стоять. То есть это все зависит уже как что будете делать. Потому что на видимой стороне лучше поставить уголочки. Будет красивее. В общем, делаем вот эту следующую панель. Затем, когда нижний ряд сделанный, проще делать уже второй ряд сверху. Сверху вы ложите, она уже будет иметь опору. И ставите на опору. Так, по поводу нижней части нужно было в самом начале видео сказать. У кого пол в уровень, то есть по уровню выставленный, вам ничего не нужно делать. Просто, если хотите, зазор оставляете, не хотите, не оставляете. То есть ничего делать не надо, ровненько ставите все. У кого чуть-чуть наклоненно или что, лучше выровнять по уровню. То есть либо выставить какую-нибудь реечку, чтобы более-менее на уровень стало, чтобы все листы легли ровно, чтобы у вас не было проблем потом со стыковкой. У меня пол по уровню, поэтому я поставил зазорчик небольшой 1,6 мм и все дела. Теперь ставлю все на места свои и все. Больше ничего. Ну вот результаты работы. Эта стена уже 24 часа простояла. Это готовая уже полностью. То есть она вся в пластике. Обшита пластиком, вернее. Вот этот пластик, который снимается. Я сейчас начал снимать его.
Вот так она переливается, блестит. Не знаю, камера это не передаст. Здесь, конечно, и освещение. Я вот лампу принес дневного света, потому что здесь ремонт. Здесь лампочка так висит. В общем, вот с отливом идет этот пластик. Вот так вот получается. Это вот, чтобы было видно. Такие вот стыки получаются. Тут ведь есть немного клей пооставался, но он снимается легко, без всяких проблем. В общем, вот так вот стена получается. Это вот стена вся такими вот прямоугольничками получилась. Сейчас остается вторую доделаю. И вот здесь дверь обшить надо будет тоже. Кому понравилось, смотрите еще видео, лайкайте, подписывайтесь, буду еще другие видео выкладывать. Всем удачи, всем всего хорошего.